Наконец-то я вернулся к любимому делу, а именно мой YouTube канал. Надеюсь, есть те, кто этого ждал. В связи с ситуацией в стране вынужден был нажать на паузу. А первое видео после перерыва решил сделать на более обобщенную тему архитектура проекта. Но так как эта тема достаточно огромная и непростая, потому решил сделать краткий обзор простых и важных вещей. Охайо, ребят, вы во вселенной Rebel. На своем канале обучаю всему, что умею сам в сфере компьютерной графики и разработки игр. Мои каналы Telegram и ВК под видео. Там же и сервер Discord, где отвечаю на ваши вопросы помимо комментариев. Все ссылки в описании. Это видео подойдет в первую очередь тем, кто хочет начать делать не совсем простой проект самостоятельно или, возможно, с командой. И вы боитесь, что могут возникнуть трудности в процессе масштабирования этого проекта. Так что пробежитесь взглядом по тайм-кодам и определите, насколько актуальна для вас эта информация, чтобы не терять время зря. Итак, начнем с простого, а именно оценим очень простую игру, в которой нет ничего, кроме самой механики. Можно сказать, это игра лично для нас, или она не будет монетизироваться. Возможно, в ней 2-3 скрипта, и на этом все. В таком случае мы можем не париться про крутую архитектуру, так как это не повлияет на продукт, а потеряем только время. В такой игре есть как минимум 3 основных принципа. Это один объект, это один префаб, логика одного объекта, это один класс MonoBehavior, и вся игра это только одна сцена со всеми взаимодействиями. Но вдруг мы захотим усложнить игру, добавить несколько сцен, добавить уровни, рекламу, внутриигровые покупки, аналитику, сохранение и загрузку данных, систему постобработки, систему ачивок и лидерборда и тому подобное. Думаю, суть ясна. То понятное дело, что систему придется менять, но как лучше это сделать? Сейчас вкратце пробежимся по основным моментам. Сразу скажу наперед, если вам будет любая из тем интересна, пишите про это в комментарии и ставьте лайк, потому что подробно разбирать каждый этап не буду по причине экономии времени. И тогда эта тема попадет в мой список запланированных роликов. Совет номер 1. Используйте Scriptable Object. Кто знает, супер, кто нет, чуть расскажу. Но давайте разбавим это еще другой информацией, а именно разберем, когда использовать префабы, когда экземпляры, а когда Scriptable Object. В пустом проекте я создал такой класс, который наследуется от MonoBehavior. Этот скрипт для условных скинов на оружие или для персонажа, да и вообще для чего угодно. Также есть пару методов – покупка и получение информации о товаре. Понятное дело, что разные скины имеют разные параметры. Отсюда следует, что мы можем создать префаб скина и потом из него сделать экземпляры и менять параметры. Но можно сделать еще лучше – Scriptable Object. Прежде чем покажу, как это сделать, сделаем такие выводы. Если нужна уникальная копия объекта, тогда создаем префаб, а из него копию, то есть экземпляры. Это может быть что угодно, что не требует никаких явных изменений. Пули, мячики, кубики, да что угодно в принципе, что не будем менять. Если же нужно копии с измененными параметрами, но при этом часть из них остается уникальная, то есть принадлежит первоначальным настройкам, как у изначального префаба, тогда делаем экземпляры и переопределяем необходимые параметры. Например, в игре есть 2 вида оружия, которые имеют общие характеристики, но пару параметров отличаются. Создали префаб и 2 копии. В них поменяли только те параметры, что надо, и готово. А если нужно определить несколько объектов с разными параметрами и нет какой-то жесткой привязки к конкретным уникальным данным, тогда создаем Scriptable Object. Теперь посмотрим, как это можно сделать с помощью этого Scriptable Object. Для этого нужно несколько скриптов. Первый будет класс SkinData, который хранит все параметры. Перечисления у меня в отдельном файле. Дальше с ростом проекта мы можем сюда заносить новые перечисления, и все они будут храниться в одном месте. Это хорошая практика. Класс SkinsData.so, который будет наследоваться от Scriptable Object вместо MonoBehavior. Отсюда и суффикс so. В нем создаем просто список наших объектов, параметры которых описали в SkinData. Теперь основной скрипт shop_skins_new будет выглядеть более логично. Я его переименовал, чтобы старый не удалять.
Тут вначале мы уже передаем наши данные о товарах и дальше с ними проще работать. Для наглядности создал файл со скинами в новой папке Database и заполнил его для примера. После закинем этот файл в поле нашего основного скрипта. Готово. Теперь, чтобы что-то поменять или добавить в магазине товаров, достаточно зайти в папку Database и там внести соответствующие изменения. На этом Scriptable Object все. Они сильно упрощают работу с входными данными, а если вы работаете в команде, тогда геймдизайнеру не обязательно искать в коде или лазить по объектам, чтобы что-то поменять. Достаточно зайти в папку Database, потому что в такие объекты можно записывать баланс игры, например, какие-то механики, или это может быть параметры управления персонажем или генерация уровня, да что угодно. Если вам не совсем понятно, что я тут только что намутил, пишите в комментариях. Если вас будет достаточно много, сделаю отдельный урок на эту тему. Идем дальше. Следующий совет номер 2. Это разделение больших классов MonoBehavior на мелкие. Логика тут простая. Один класс отвечает только за один элемент в игре. Уверен, что часть из вас писала и еще пишет скрипты, которые были огромные, где прописывали много вещей. Обработка физики, игровая логика, обработка ввода и вывода, управление жизнью объекта и тому подобное. А потом, чтобы что-то поменять или добавить, вы много скроллите, чтобы найти нужный участок. Не совру, если скажу, что и сам так раньше делал, например, моя игра про шарик, которую выпустил еще в 2020 году, примерно так и сделана. Там, конечно, есть куда еще хуже сделать, но в целом есть пачка плохого кода. Сейчас вы видите маленький и простой пример плохого скрипта. В нем есть и физика, и игровая логика, и управление жизнью объекта. Это я про Destroy. По-хорошему нужно физику обрабатывать в одном скрипте, который вообще никак не будет связан с другими видами скриптов. Это важный момент, потому что если вы видите, что ваш объект имеет баги физики или какие-то неточности, вы полезете в скрипт с физикой и будете сосредоточены только на нем. Не будете тратить время на поиск нужной строки из 1000, а перед глазами будет только строк 50, к примеру, или вообще обработка физики у вас написана в куче других скриптов, и будете бегать по всем ним и искать проблемы. Также это касается и командной работы. Если вам дали задачу написать физику объекта, то вы создадите отдельно для этого скрипт и не будете описывать вещи, которые не принадлежат этой теме. А другому разработчику дали написать игровую логику, потому у него будет свой скрипт, и при работе через Git у вас не будет конфликтов. Если бы такого не было, то кому-то пришлось бы ждать, пока один завершит работу, иначе будут проблемы с загрузкой данных в репозиторий. А насчет Destroy, он написан в onTriggerEnter, который отвечает за игровую логику и не должна отвечать за уничтожение объектов. Обычно это делает другой скрипт, что висит на объекте, который надо уничтожить. А как тогда это все разбить, спросите вы? Один из вариантов — это через события. Например, есть скрипт с логикой игры, и у него есть метод onTriggerEnter. В плохом варианте он обрабатывает физику и длительность жизни объекта. В хорошем варианте он посылает уведомление о каком-то действии. В первом случае на это событие подписывается скрипт с физикой, во втором подписывается объект, который должен быть уничтожен. Напоминаю, это только советы, а не полноценное раскрытие темы, потому что разбор каждой из них – это немало дополнительного времени. Совет 3. Иногда уходите от классов MonoBehavior к обычным классам C#. Обычные классы C# имеют больше возможностей, чем объекты Unity, с точки зрения совместимости структур. К тому же обычный код C# можно использовать с другим кодом .NET за пределами Unity, что является очень удобным решением для повторного использования кодов других проектов, не только на движке Unity. Этот совет имеет частичное отношение к предыдущему. Для примера я создал два скрипта для симуляции физики и для игровой логики. Они условны. Теперь мы их используем в первоначальном скрипте. Но обратите внимание, эти два скрипта никак не связаны с MonoBehavior. Они принимают конкретные данные и на выходе выдают нужный результат. То есть такие классы мы можем спокойно использовать не только в Unity, но и за его пределами. Таким образом мы упростили основной скрипт MonoBehavior, а код стал читаемым и хорошо структурированным. Таким образом можно взглянуть на архитектуру в целом. Классам MonoBehavior нужно иметь доступ ко всей информации,
потому что они выступают обверткой для всей логики. Но симуляции в игре не обязательно должны знать, как работает логика. Они должны просто выполнить свою задачу. Это отлично работает на вводе данных и симуляции, но будут проблемы с логикой визуализации, например, отображение спецэффектов или любые апдейты данных в UI. Отсюда следующий совет. Номер 4. Разделяйте логику и систему визуализации. Система визуализации нужен доступ к другим системам, но не всем. Потому постарайтесь разделить систему визуализации и логику так, чтобы ваш код работал в двух режимах. Отдельно только логика и логика с визуализацией. Это нужно для того, чтобы архитектура игры была проще. Ваша система визуализации будет отдельной системой, которая получает доступ только к тому, что ей надо, не более. Отсюда можно сказать про общий совет номер 5, это разделяйте объекты. Например, вам нужно обновить счетчик баллов в игре. Если вы запишете логику и визуализацию в одном скрипте, то вы жестко привяжете их между собой. Будет отлично, если вы создадите отдельный скрипт для системы визуализации. Она будет хранить все необходимые поля и подписываться на события. Когда в коде логики происходит прибавление баллов, система отправляет сигнал, и все, кто подписаны, его получают. В нашем случае система визуализации получит сигнал, что число стало больше, и обновит его. Еще неплохая практика, когда отправитель и получатель не знают друг о друге. По примеру выше, скрипты с логикой и скрипты с визуализацией не знают друг о друге, но знают только об одном – системе событий или менеджер событий, его по-разному называют. То есть он выступает посредником, связующим звеном между системами. У него хранятся все события, и когда нужно, получает сигнал от отправителя и отдает всем получателям, которые подписались на это событие. Как вариант, так можно создать систему ачивок, как в Genshin, так как ачивки привязаны на самые разные действия, а значит, они привязаны к самым разным системам, которые есть в игре. Потому использовать систему событий будет отличным решением. К примеру, система физики определила, что игрок нанес урон с огромной высоты. Она отправила сигнал системе событий, а она уже передала информацию системе визуализации, и вы видите на экране красивую ачивку и забираете за нее награду. Если нужен урок про события в Unity, вы знаете, что делать. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Совет номер 6. Используйте интерфейсы и абстрактные классы. Суть совета в следующем. Если вам нужно выделить семейство классов с общими характеристиками или функциями, тогда нужен абстрактный класс. Например, абстрактный класс Car, а наследники Kia, Tesla, Toyota. Функционал у них общий, так почему бы его не обернуть в общий абстрактный класс Car? А если у вас нет жесткой связи между наследниками, а есть общее поведение объектов, тогда нужен интерфейс, например, получение урона. Урон могут получать враги, персонаж или объекты в сцене. Они не относятся к какому-то общему семейству, но имеют общее поведение. Потому будет верно создать интерфейс iDamageable, где опишем метод applyDamage с передачей параметра количества урона. Все объекты, которые будут получать урон, делают реализацию интерфейса iDamageable. Обратите внимание, что здесь происходит именно реализация интерфейса, но никак не наследование. Это важная разница между абстрактными классами и интерфейсами. Метод 1, а реализация у каждого объекта будет своя. Удобно, просто и красиво. Совет номер 7. Допускайте вспомогательные классы. Это такие классы, которые содержат данные без логики. То есть там не расписаны методы и функции для работы с этими данными. Вы просто их храните в одном месте для получения к ним доступа в дальнейшем. Например, это наш скрипт с enum. Я сюда могу дописать сколько угодно других enum'ов и получать к ним доступ из любого другого скрипта. Только тогда в название этого скрипта нужно будет добавить s-очку. То есть, что здесь будет несколько enum. В моем случае он один, поэтому я этого не делал. Еще пару советов и будем завершать, а то видео и так получается достаточно большим. Совет номер 8. Используйте Don't Destroy OnLoad при сохранении конкретного объекта на все время жизни проекта. Но и не забывайте про возможность асинхронной загрузки сцены через Load Scene Mode Additive.
Таким образом, вы подгрузите нужную вам сцену с сохранением объекта, но не забудьте ее выгрузить, когда будете из нее выходить. Есть в сети споры, что лучше вообще не использовать Don't Destroy and Load, а только Additive. Я считаю это не совсем верным решением по причине того, что оба варианта имеют место и зависят только от нужных вам задач. Есть целая сцена, которую вам нужно подгрузить, используйте Additive. Если вам нужно из сцены Preload, например, оставить какие-то основные системы по типу рекламы, аналитики и тому подобное, а часть убрать, тогда Don't Destroy and Load на нужных объектах вешаете и все окей. И последний совет номер 9. Это используйте Git. Такой вот простой совет. Даже если проект только для вас, не поленитесь и оформите репозиторий. Любые изменения или апдейты для вас будут приятными, потому что вы смело сможете удалить ненужные файлы или строки кода, но вдруг он вам понадобится, вы спокойно сможете это вернуть. А если работаете в команде, так тут вообще 100% будет Git и без него никак. Я использую Fork, если вам это интересно. На этом, пожалуй, все. Итак, видео хотел сделать не таким большим. Кому надо этот проект, смотрите описание под видео, там я оставил ссылку на репозиторий. Как раз дам вам мотивацию установить Git, кто еще этого не сделал. Спасибо, что досмотрели, надеюсь, было полезно. По любым вопросам пишите в комментарии или в Discord, только там отвечаю на ваши вопросы. Аригато и до новых роликов, а они уже будут регулярнее.